Всем привет! Сегодня мы будем квасить капусту. Что нам для этого понадобится? 2,5 килограмма капусты, 50 грамм морковки, одна небольшая морковочка, соль 100 грамм, каменная, и приправы, то есть 2 лавровых листа, перец душистый 3 штучки и немножко смесь перцев. Что, поехали готовить? Забыла сказать, что нам понадобится 2 литра воды. Холодной, простой воды. Итак, в воду мы добавляем соль 100 грамм и размешиваем. То есть на 1 литр воды мы добавляем 50 грамм соли. Так как у нас 2,5 килограмма капусты, мы делаем 2 литра рассола, добавляем туда 100 грамм соли, каменной соли. Размешиваем, это будет наш рассол, и оставляем его в сторону. Шинкуем нашу капусту вот таким ножом, специально для капусты. Красивая достаточно получается капусточка, тоненькая. Морковку мы будем нарезать и не натирать. В общем, вот наша морковочка. Сначала вот так. Много морковки не кладем, чтобы она у нас в баночке не пожелтела, капуста сама. Совсем немножко. И вот так полосочками нарезаем. Итак, вот наша капуста нашинкована. Вот такая большущая гора. И что мы делаем? Насыпаем нашу морковочку и наши специи. И потихонечку начинаем мешать. Не сильно мешаем. Так, чуть-чуть ее прижимаем, но мять ее сильно не надо. Вот так из боков в серединку размешиваем. Так, слегка ее приминаем, осторожно, не надо ее сильно мять. Очень хорошо, что у нас мало морковки. Еще раз повторюсь, что капуста не пожелтеет. И это будет уже не так вкусно. Немножко пожнякаем ее. Вот так смешаем со всеми нашими специями, морковочкой. Отлично. И помещаем ее
наш рассол. Так. Вот наш рассол. И укладываем туда нашу капусту. Она должна поместиться вся. Так, прижимаем ее, не боимся. Главное, чтобы вся поместилась. Она даст еще свой сок, наша капуста. Будет супер. Она сейчас у нас в этом рассоле постоит немножко. И мы ее переложим в баночки. Баночки у нас получится, скорее всего, 2. Наверное, 3-литровая и 2-литровая. Где-то так. В общем, укладываем всю капусту в нашу емкость, в нашу миску. Теперь только мы можем ее прижать нормально, чтобы она была вся в рассоле. Вот видите, весь рассол поднимается. В общем, всю капусточку мы сюда складываем. Ну, в принципе, все. Пусть она постоит минут 5-10, и я ее переложу в баночки. Ну все, постояла наша капусточка. И мы ее укладываем в банки. 2 банки, 3-литровая и 2-литровая. Так укладываем всю нашу капусточку, немножко придавливаем. Сразу поставила баночки в нашей миске, потому что капуста будет стоять на столе на кухне дня 3-4-5, не знаю, посмотрим, когда закончится процесс брожения. В общем, будет выливаться рассол в эти миски. Потом мы его обратно будем сливать в банки, чтобы у нас банка была полная рассолом. Вот, наполнила банку неполную до плечиков. Залью рассолом и все. Так, 2-литровая банка еще у нас есть, но навряд ли она будет полная, эта 2-литровая баночка. Я думаю, когда она все побродит, останется всего 1 3-литровая банка. Вот так. А я подумала, что будет больше. Но ничего, нам больше не надо. 3-литровой банки нам на зиму достаточно. Лучок порезали, маслица добавили подсолнечного, и все. Да, 2-литровая это даже очень много. Даже не знаю, оставлять в ней или переложить баночку поменьше. Может быть, даже литровую, наверное. Ну вот, мы заполнили 2 баночки. Это литровую я заполнила. 2-литровая это много, и то тут совсем чуть-чуть. Я думаю, будет 1 3-литровая банка после того, как она заквасится, наша капуста. Выливаем рассол в эти баночки. Полные.
морковочка. В общем, вот так. Так. Посмотрим. Еще водички добавлю чуть-чуть. Чтобы были полные-полные. Так. Хорошо. Ну что, закрываем марлечкой. И, естественно, у нас есть такая крышечка. Закрываем банку. И все, воздух у нас проникает. Вот, воздух проникает. Никакая муха не сядет, не залезет туда. В общем, вот так будет у нас стоять дня 4 или 5. Что мы будем делать? Покажу на этой баночке, пока она открыта. У нас, вот показываю на этой банке, вот этой ложечкой деревянной. Концом будем каждый день вот так протыкать в наших баночках капусту, чтобы все газы выходили. Каждый день, желательно по 2-3 раза, утром, в обед и вечером. Вот так будем протыкать до конца, чтобы все газики выходили. Вот так. Ну, в общем, все, я до конца не буду показывать, когда она уже получится. Вот так мы заготавливаем нашу капусту. Через 3-4 дня мы ее закроем крышками и отправим в погреб. Такой крышкой я сейчас закрою и эту баночку. Рассол будет сюда выливаться, и мы этот рассол обратно будем наливать в баночки. В общем, все. Готов наш рецепт капусты. Готовьте капусту. Также, может быть, у вас другой рецепт. Я показала, как я приготовила. Вкусный рецепт на зиму. Очень полезный для желудка. Вообще для здоровья очень полезный. Готовьте капусту, квасьте. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.